Салют, друзья! Меня зовут Максим Юн, и вы на канале, где мы говорим об ИСБ. Выборгский замок – это легендарное место для российского движения исторической реконструкции и ИСБ, который родился в его недрах. Стены местного замка помнят огромные сражения и первые бои 5 на 5. Наряду с другими крепостями Ленинградской области это горнило, в котором ковалась современная сборная России. Костяк сборной до сих пор состоит из выживших в междоусобных войнах, чьи сражения происходили в стенах Выборгского замка, на поле крепости Карела и даже за одним московским Ашаном. Неудивительно, что для молодежного слета ИСБ России местом проведения был выбран Выборг. К тому же и по логистике всем очень удобно добираться. Вот, Паш, тебе было удобно? Очень. И мне было удобно. Сам замок сейчас на глобальной реконструкции, и прямо там мероприятие невозможно. Местом проведения были выбраны Анненские укрепления. Это локация в 300-400 метрах от замкового острова. Ровная площадка в окружении бастионных стен, где можно разместить ресталище и небольшой лагерь. Мероприятие и правда напоминало классический слет молодежных организаций. Оно проходило в 3 дня, с 16 по 18 июля, собрало около сотни бойцов из 11 городов. Заехать можно было с пятницы, но основная движуха была в субботу. В субботу провели аж 3 или даже 5 турниров, смотря как считать. Это был финал Кубка школ в номинации 3 на 3 софт, мужчины и женщины, финал Кубка школ в номинации 3 на 3 сталь, мужчины и женщины, и открытый нерейтинговый турнир 3 на 3 сталь мужчины. Еще в программе были массовые бои, женский турнир 1 на 1 и семинары именитых чемпионов Романа Баранаса и Алексея Найдерова. Я приезжал только на один день, на субботу, посмотреть бои и поддержать своих ребят. О регламенте. В зависимости от опыта бойцы допускались к категориям софт, это для молодых бойцов с опытом менее 1 года, и категории сталь, это для бойцов с опытом менее 3 лет. Сейчас в Выборге проходил уже финальный турнир Кубка школ ИСБ, право попасть на который ребята завоевывали в течение целого года на многочисленных школьных турнирах. Всего было проведено 14 городских и 5 окружных турниров, и вот полный календарь мероприятий. И он, кстати, куда более насыщенный, чем у топовых команд. Тут еще стоит сказать, что из-за гребаного коронавируса мероприятие прошло полностью без зрителей, а от бойцов и саппортов требовали свежие ПЦР-тесты или документы, подтверждающие вакцинацию. Наверное, это было самое защищенное от ковида и ИСБ мероприятие в России с начала пандемии. Организаторы молодцы. Ладно, давайте про бои. День начался с турнира софт. Мужики и девушки дрались вперемешку. 2 боя мужской номинации, 2 боя женской. Из мужиков хочу выделить команду из Ростова. Это крепкие, зрелые парни с отличной ударкой и многолетним опытом других единоборств. Они на голову были выше своих соперников, а бои их были динамичными и зрелищными. Никто не смог составить им достойную конкуренцию, заслуженное 1-е место. Всем привет, меня зовут Борис, мне 28 лет, я из команды ИСБ Ростов, город Ростов-на-Дону. Как давно ты занимаешься ИСБ? ИСБ занимаюсь где-то около года. Интересный спорт, я занимался тайским боксом, но за 5 лет начали голову понемногу отбивать, а здесь шлем. И бить можно, и не больно. Согласен. Хочу добавить, что по тем правилам и в том снаряжении, в котором проходит эта номинация, самым опасным оружием является кулак. И ребята, которые делают упор на ударную технику, явно имеют преимущество. Но в то же время, как только они переоденутся в сталь, все сильно изменится. Это я к чему? Мне кажется, что воспринимать софт-турнир как адекватную подготовку к стали, не совсем верно. Ведь те навыки, которые помогают выиграть на мягком турнире, будут бесполезны, когда бойцы переоденутся в доспехи. В то же время, мне самому себе приходится постоянно напоминать, что когда я говорю о софт-турнире, я говорю о бойцах с опытом в ИСБ менее 1 года. А это значит, что на этом этапе они будут выезжать за счет скиллов, которые они приобрели в других видах спорта, если у них есть этот опыт. И это значит, что на подобном турнире могут встретиться спортсмены очень разного уровня. Но вот контраргумент самому себе. В командном бою куда более важно командное взаимодействие, а не навык владения оружием, в том числе кулаком. И поэтому, если тренер будет уделять внимание именно этому компоненту, то переход из софта в сталь будет более гармоничным. В любом случае, ростовчане крутые. Они катком прокатились по своим соперникам и заслуженно взяли 1-е место. Уровень личного мастерства, средний уровень личного мастерства у них сильно выше, чем у их противников. А уровень командного взаимодействия спустя год тренировок невысок у всех. Но они должны понимать, что как только они переоденутся в сталь, ударка перестанет так хорошо работать, хоть без нее и никуда. Во-первых, у нас был секретное оружие Николай. Во-вторых, мы очень упорно готовились, у нас была серьезная подготовка, мы сразу видели свою цель. Первый раз попал на турнир по софту я в декабре прошлого года. Тогда мы проиграли в Москве всем подчистую, и на основании полученного опыта мы стали делать работу над ошибками. Вот к чему это привело. Утверждение, что ростовчане крутые, применимо и к женской команде. Несмотря на то, что я болел за наших девчонок, я не мог не любоваться командой с берегов Дона.
Как и их коллеги-парни, девушки из Ростова обладают очень хорошей ударкой. В одном из первых боев Саша Бричка ударом пушкой посадила на задницу свою соперницу. Если я говорю про женскую задницу, это типа сексизм и харассмент, да? Ну, немножко. Ну, окей. После чего я стал следить за ней, за Сашей, особенно тщательно. Меня зовут Саша Бричка. Я приехала из Ростова-на-Дону, из школы ИСБ этого города. Как давно ты в школе СБ? Я пришла тренироваться после нашего знаменитого местного турнира «Меч Дона». Это было в октябре прошлого года. Тренируюсь я где-то несколько месяцев меньше, чем год. Женская команда из Ростова яркая, динамичная и очень агрессивная. При этом это маленькие хрупкие девочки, которые в основном уступают своим соперницам в габаритах, отчего им приходилось больше работать командой, больше, чем их коллегам-парням. В отличие от мужского турнира, в женском турнире была интрига. И хоть девчонки из Ростова были чудо как хороши, то же самое можно сказать и про команду из Санкт-Петербурга. Это была наиболее сбалансированная команда. Было четко видно распределение по ролям. У них были и забегающие, и танки, и алибардисты. У каждого бойца была своя задача на раунд. А это возможно только при хорошей сыгранности команды. И думаю, что в этом аспекте команда из Санкт-Петербурга превосходила остальные женские команды, да и многие мужские. При этом, напомню, опыт у них меньше года. Неудивительно, что в финале женских софт-троек встретились девчонки из Ростова-на-Дону и Питера-на-Неве. И тут все сложилось как в хорошей спортивной драме. Первый раунд за Ростовом, второй за Санкт-Петербургом, а в третьем 4 бойца уходят в размен, и на ногах остается 2 капитана – Саша Бричка и Светлана Симонова. Но здесь бог войны Сульде улыбнулся Ростову. Однако девчонкам из Питера не стоит расстраиваться. Да, их победили, но они не проиграли. Такой проигрыш сравним с ситуацией, когда в футбольном матче по истечению основного и дополнительного времени команды играют в ничью, и все решается в серии пенальти. А здесь важно не только мастерство, но и немножко везения. ИСБ – это классно. Там можно бить людей железными палками, и при этом они вряд ли будут бить тебя в ответ, если ты бьешь их очень сильно. А вы знаете, что еще общего у футбола и женских боев? Все мужики, которые смотрят на это, уверены, что знают, что делать гораздо лучше, чем те, кто прямо сейчас на поле. Так, заткнитесь! Дальше был открытый стальной турнир 3 на 3. Туда пускали всех. Мне про него сказать особо нечего, я вообще не понимаю, для кого он был. На месте школьников я бы в него не заявлялся, потому что он не рейтинговый, ничего не значит, но можно было получить травму или растерять силы перед тем, что действительно важно. Короче, для умных это была передышка, а для сильных дополнительные бои в этот день. Начну с женского турнира на стале, потому что, во-первых, дамы вперед, а во-вторых, там было всего 3 команды, они дрались в круг. Это были сборная Рязанской и Московской школы ИСБ, команда Катюша и команда Санкт-Петербургской школы ИСБ. Тут первое место взяли девчонки из Санкт-Петербурга, и эта победа далась им нелегко. В софт-турнире они явно чувствовали себя увереннее. Я уже говорил, что стальной турнир для школьников с опытом до 3 лет, но команда из Санкт-Петербурга целиком состояла из девушек с опытом менее 1 года, а в доспехах они сражаются вообще в лучшем случае полгода. Главным их соперником была команда Катюша, легенда женского ИСБ. Да, Катюша сменила состав, и те девушки, которые ковали ее первую славу, разошлись по другим командам. Но все равно молодые девчонки из Питера могли провалить мораль от одних лишь регалий противника. К тому же в составе явно были бойцы с опытом больше года. Все это делает победу питерской команды еще более ценной. Стальной турнир по боям 3 на 3 среди мужчин. Он вышел масштабнее. Удалось сформировать 2 подгруппы, 5 команд в одной и 4 в другой. В стальном турнире команда из Ростова тоже блистала, но, как я предполагал, с введением доспеха в уравнение боя эффективность бокса сильно упала. Из своей подгруппы ребята вышли со 2-го места, проиграв бой команде Москвы. Тем не менее, именно бои ростовчан были наиболее яркими. У них в составе был Сергей Серебряков, вооруженный великолепным двуручным фальшионом, который оставлял глубокие вмятины в доспехах и трещины в щитах. Зрители буквально умоляли его не скатываться в борьбу, а продолжать бить. Так это было прекрасно. Я сразу представил, как было бы круто, чтобы Сергей Серебряков, Александр Семин и Алексей Соболев из Конго встретились в одном ресталище. Они все фанаты двуручных клинков. Было бы круто запереть их в одном ресталище, чтобы каждый дрался сам за себя. Входит 3, выходит 1. Да. Из другой подгруппы вышли Санкт-Петербург и Старый Оскол. Кто? Старый Оскол. Старый Оскол.
Старый Оскол, Белгородская область, братья Емельяненко, монумент советско-болгарской дружбы. Старый Оскол. Тут все было достаточно предсказуемо. В питерской команде есть ребята, которые уже успели подраться за второй состав старых друзей, а кто-то и за первый. Опыта у них было, наверное, больше, чем у остальных команд на турнире. Я не умаляю заслуг своих парней, они круто сражались, но их соперникам стоит это понимать и не расстраиваться больше необходимого. А вот Оскол приятно удивил, в том смысле, что это просто очень неожиданно. Новый город на карте ЕСБ России. В серии плей-офф Санкт-Петербург уверенно побеждает Ростов. В доспехах бокс работает хуже, а алебарды все так же хороши, а Оскол побеждает Москву. Это был тяжелый пятираундовый бой с 3 ничьими, но Оскол вытянул, Оскол молодец, будь как Оскол. Финалы. За 3-е место бились Ростов и Москва. Напомню, они уже встречались в подгруппах, и это был единственный бой, который южане не выиграли. Но тут они собрались и уверенно в 2 раундах победили Москву, взяли свой реванш. Я, честно говоря, за них болел. Было бы несправедливо, если бы такая яркая команда осталась без пьедестала. А вот в бою за 1-е место реванша и магии не произошло. Питер взял свое, а Оскол все так же молодец. Что я понял в этот день? Проект школ ЕСБ работает, и работает очень хорошо. Я столько новых лиц никогда не видел. Серьезно, кроме своих питерских ребят, я тут никого не знал. Все больше людей открывают для себя мир ЕСБ и погружаются в него. Просто взгляните на географию. К столицам и городам, где традиционно сильные ЕСБ, добавились такие города, как Армавир, Зеленогорск, Оскол, Магадан. Блин, а как они дерутся? Вдохновенно, страстно. Иногда, правда, бестолково. Пару раз я видел, как ребята, упираются в собственные знания, не знают, что делать. Это не беда, мы подскажем. Но восхищает то, с каким упорством они пытаются решить эти непреодолимые для себя задачи. Расковырять защиту противника или вылезти из вязкого захвата. Они не боятся рисковать и делать ошибки. Зачастую потому, что не знают, что шанс на успех минимален. Но может оно и к лучшему. Возможно, именно они найдут тот путь решения, который матерые ветераны найти не способны под давлением колоссального опыта. Возможно, они придумают новые тактики, новые приемы. Конечно, это еще не уровень сборной. Пока. Но потенциала я увидел море. Я уверен, пройдет время, и мы запомним имена тех, кто сегодня выходил на ресталище. Пока организаторы выделили Егора Опарина из Санкт-Петербурга, лучший боец-мужчина. Девочку-пушку Александру Бричку из Ростова, лучший боец-женщина. Сергея Серебрякова тоже из Ростова, приз зрительских симпатий. Еще бы с таким фальшоном. Максим, ты хвалишь, а есть за что поругать ребят? Блин, конечно, есть. Ребята, относитесь к своему снаряжению ответственно. На бойцах из Нижнего Новгорода и Зеленогорска доспехи просто разваливались. Несколько раз ваши команды выходили в ресталище вдвоем, просто потому что третьего не допустили. Кстати, ребят, если вас техническая комиссия не допустила на общей проверке до боев, это не значит, что в этом доспехе нужно выходить в ресталище в надежде, что прокатит и полевой маршал не заметит. Это очень глазастые маршалы, и каких только хитрожопых умников они не видели. Те, о ком я говорю, я думаю, понимают. Одного парня срубили ударом алебарды в лопатку. При этом удар был не очень сильный. А это говорит о том, что либо в этом месте дырка, либо некачественное снаряжение. Кстати, повезло, но турнир прошел практически без травм. Ладно, в любом случае, их тренеры, я думаю, поругают их предметнее и сильнее, чем я. В конце концов, это их, а не мои права и обязанности. А для меня все молодцы. Кстати, ты согласишься, если я скажу, что не было ощущения тотального берновского доминирования? Слушай, в целом да, просто потому что, насколько я понял, это не особо клубная история вообще, в принципе. Да, то есть там же молодые ребята, причем, они там тренируются где-то, кто-то тренируется в школе СБ, Берновской, кто-то не Берновской, но даже те, которые тренируются в берновских школах, да им пофиг, они друг с другом совершенно спокойно дерутся. То есть какая-то новая абсолютно атмосфера для фестиваля, для турнира в России, да? Слушай, на самом деле, мне даже было бы интересно, наверное, посмотреть на бои более опытных участников, которые входят в разные школы СБ. Просто потому что, в любом случае это интересно. Я понимаю, что, допустим, берновские пятерки между собой не дерутся. Но в составе школы СБ, в принципе, которые вроде как с клубом и не аффилированы, это возможно. То есть, как идею организаторам закинуть, было бы прикольно. Да, там так и было. Смотри, южная школа ростовская, она берновская. Питерская, тоже берновская. Несмотря на то, что, конечно, школа никак не аффилирована ни с каким клубом. И все, они совершенно спокойно дрались. То есть, помнишь, о чем я говорил, что эпоха клубов, она уходит, и начинается эпоха школ. То есть, где внутри каждой школы, своя команда. Может, там пройдет время, да и все. У них не будет этого клубного ощущения.
Ну вот да, вот этих ограничивающих правил. Ну в целом-то тебе понравилось? Слушай, мне очень понравилось. Ну, я же уже сказал, что все было очень круто. То есть знаешь, если вы задавались вопросом, блин, где же будущее сборной, бла-бла, да вот они. При этом они дрались, я говорю, на протяжении всего года на внутренних мероприятиях, но эти же мероприятия происходили как бы, они такие вне поля интереса там взрослых, да, ну типа там топовых бойцов. И тут ты приходишь, просто, что за люди, кто это? Они еще дерутся, блин, ну прям нормально, кто-то прям очень хорошо. Вот, поэтому, ну да, вот те ребята, которым мы в дальнейшем передадим знамя. Ну, не сейчас, надо еще прокачаться, но в целом, типа, да, здорово. Какой твой любимый мультик в детстве? Мой любимый мультик Или сейчас? «Шаман Кинг». «Спирит. Душа прерий». Не знаю, какой любимый мультик, я не смотрю мультик. Мой любимый мультик. У меня был любимый мультик в детстве «Золотое кольцо». Я его пересматривала много раз, потому что там всегда происходили какие-то чудеса. Просто человек нашел друзей, и друзья нашли ему кольцо, кольцо принесло ему славу, богатство и так далее. Короче, друзья, это круто. Мультфильм хороший. Ну, пускай будет «Черепашки-ниндзя». Любимый мультфильм про Балта, который вез лекарства. Отличный вопрос. Лунтик. Геркулес. Очень первый фильм, который я вообще видел, был Король Лев в кино. Поэтому это давно было. А в какой-то момент стало Лило и Стич. Как этот мультик, где два крота были? Два крота? Странный. Это польский? Да. Серьезно? Вот, да. Ну ты странный.